Друзья, всем привет! Подписчикам, привет гостям канала, на котором я обозреваю автомобиль Haval H6 третьей генерации. У меня на обзоре только этот автомобиль, и ниже в описании есть перечень роликов и многих тем. Прошлый ролик был как большой обзор после того, как я проехал 6000 километров и прошло 4 месяца со времени покупки. Были затронуты многие вопросы, также некоторые вопросы я не успел рассмотреть. Сегодня я хотел бы в формате такого бортового журнала раскрыть еще несколько тем, которые не связаны одной общей темой, но которые так или иначе помогут составить общее представление и картину про автомобиль. Хочу сымитировать торможение перед препятствием парктрониками. Не радар-детектором, а именно парктрониками. Это возможно на низкой скорости. Включаю заднюю. Сзади стоит, пусть назовем его столбик или стена, или может даже пешеход. Начинаем двигаться. Торможение сработало. Еще раз хочу объяснить. Есть система торможения перед препятствием, когда вы едете на круиз-контроле. Если, к примеру, автомобиль остановился на светофоре, наша машина за ним остановится. Второй вариант, при котором может тормозить машина, тоже радар-детектором, это торможение, когда мы сдаем назад, и у нас сзади препятствие в виде пешехода или какая-нибудь машина едет, резко выезжает. Ну, к примеру, мы выезжаем из парковки, не замечая машину, которая едет, наша машина затормозит. Конечно же, эти функции должны быть включены заранее через центральный планшет. Еще один вариант торможения – это торможение парктрониками. То есть, когда, к примеру, водитель случайно в пробке, либо где-то на парковке двигается с небольшой скоростью, в этом случае происходит экстренное торможение. Это может сработать даже если вы едете в высокой траве и машина может тормозить и не давать вам двигаться. Нужно просто отключить. Это включается и выключается через центральный планшет мультимедиа, автомобиль, парковка, настройки радара, помощь при экстренном торможении. Если ее включить-выключить, то в траве машина тормозить не будет. Я же хочу сейчас проверить еще раз торможение. Меня очень интересовал этот вопрос. Очень часто бывают легкие столкновения на светофорах, когда машины останавливаются, стоят в пробке, кто-то слегка задумался и упирается, засмотрелся в телефон. Так, отключаю стояночный тормоз, перевожу селектор в положение R, и сзади у меня препятствие. На небольшой скорости начинаю движение. Я тормоз не трогаю. Теперь я хочу посмотреть, как то же самое происходит, если препятствие спереди. Понятно как. Также. Тут у меня коробка стояла как раз напротив парктроника. Но они немножко так по бокам находятся. Что будет, если, например, по центру? Сможет ли определить парктроник? Парктроники, два боковых парктроника смогут ли определить препятствие по центру? Вот так вроде бы по центру. Еще раз. Происходит резкое торможение. Когда я отстегнул ремень, машина перешла на стояночный тормоз. Расстояние, на котором затормозил автомобиль, составляет 10 сантиметров. То есть есть еще запас. Еще сделаю несколько повторов. Скорость движения где-то 5 км в час. 6-7 примерно было.
Еще раз. Вот такой может быть момент. То есть получается, что торможение произошло, но слегка коробка была задета. Надо понимать, что такое тоже может произойти. Еще разок. Так, работа автопарковщика в том случае, когда линии парковки идут под острым вот таким вот углом. Она будет пробовать несколькими итерациями попасть в нужное положение. Еще один из полезных помощников – это система помощи при спусках. Фактически машина притормаживает на спусках. Значит, должны соблюдаться условия. Скорость должна быть не больше 30 км в час. Есть два варианта этой системы. Первый – она сама притормаживает на спуске. Вот, допустим, во дворе у меня есть спуск. На прошлой машине машина сама летела вниз, то сейчас это притормаживает. Иногда я даже даю на газ. И второй вариант удобен будет в горной местности, на пандусах парковочных. Это включением кнопки, которая находится точь-точь под левым коленом. Значит, нажимая кнопку, мигает иконка о том, что система помогает. Сейчас я на тормоз не давлю. Машина сама притормаживает. Здесь достаточно крутой спуск. И вот она сама полностью держит тормоз, грамотно притормаживая. Но, я так понимаю, она не даст мне разогнаться больше, чем 30 км в час. Здесь я тогда поднажму. Система помощи будет очень удобна в горной местности. Также, если в условиях города, также и в условиях дикой природы. Помнится, смотрел обзор на похожие автомобили, и тоже была система помощи при спусках, но у того автомобиля она давала автомобилю срываться вперед, и потом внизу уже резко тормозила. То здесь же в нашем случае торможение происходит плавно на всем диапазоне спуска. Сейчас, проходя на круиз-контроле поворот, работая рычажком вниз, сбрасываю скорость и тем самым прохожу поворот. Теперь вверх и опять немножко вниз, уменьшаю скорость. Получается, что я прошел на круизе поворот, приспособился проходить повороты на круизе без привлечения педали тормоза. Просто тормоз бы сбросил круиз. В повороте машина осуществляет торможение, притормаживание. И чтобы его избежать, нужно надавить на педаль газа. Один из видов торможения на круизе перед автомобилем препятствие, тормозим, что было неудобно. Я об этом говорил около 2 или 3 раз. Если впереди едущий автомобиль трогается, я буду нажимать рычажок, тем самым давая нашей машине движение, и наша машина будет плавно и долго набирать скорость, и разрыв будет составлять 60 метров. Для того, чтобы избежать вот этого вот разрыва, можно приспособиться следующим образом. Так, сейчас машина начнет движение, на дисплее появится
Машина тронулась. Я рычажком подтвердил, что да, поехали, и давлю педаль газа. Смысл в том, что наша машина после трогания набирала бы плавно скорость. Я ей помог педалью газа, при этом круиз не сбросился. Вы можете подключить CarPlay или Android Auto через телефон. Есть один выход, который с передачей данных. И если вставить USB-хаб, например, на 4 USB-шки, то можно одновременно подключить и Apple, и Android телефоны. То есть можно одновременно подключить и CarPlay, и Android Auto с двумя телефонами. Я не заметил выгоды подключения флешки, потому что, подключив флешку, вы с нее не получите ни музыку, ни видео, и, по-моему, даже изображение. Но теоретически возможно подключить с разветвителем одновременно и телефон, и флешку. Какая приятная особенность была обнаружена. Люди давно уже выкладывали подобное решение, еще от 7 мая, помню, ролики. Потом некоторые ребята дорабатывали и получили возможность просмотра телевизионных программ, массы каналов. Значит, у нас есть возможность через Fermata Auto сделать воспроизведение YouTube. Все воспроизводится неплохо. Единственное, что качество изображения идет не Full HD. Оно заметно хуже, и нет возможности улучшить качество изображения. Ну, смотреть можно. Кроме этого, здесь же можно просматривать веб-браузер, какие-то странички, подключать телеканалы. На самом деле телеканалы будут работать глючно, потому что интернета недостаточно. Можно и брать из папки, воспроизводить музыку, видео. В общем, значительно расширился функционал. За это спасибо тем, кто придумал и показал нам такое решение, потому что этого не хватало. Причем, если, допустим, я хочу найти какой-нибудь ролик, то он мне во время движения не даст найти. Пишет: остановитесь, чтобы использовать клавиатуру. Вопрос, который волнует практически всех, уже неоднократно отвечали на этот вопрос, но все равно он возникает. Итак, расход. Лично по моему опыту, по своей машине могу сказать следующее. Когда я ее забрал у дилера, мне нужно было проехать 500 километров по трассе. И, конечно же, я ехал в щадящем режиме, плюс там дорога была не совсем хорошая местами. Держал скорость 90, 100, 110 километров в час. В этом случае у меня расход составил ровно 8 литров. Ребята писали, что кому-то удавалось достигать в подобном режиме 7,3. Затем, после того, как проходится обкатка, ты уже хочешь использовать машину, всю мощь автомобиля, начинаешь давить на педаль газа. Даже запаса мощности хватает, и это иногда провоцирует на агрессивную езду. У некоторых людей показатели расхода топлива доходят до 15 литров. Это если вы будете ездить агрессивно, постоянно давить педаль в пол. Я сейчас говорю про двигатель 2 литра, потому что модификация есть с 1,5-литровыми двигателями
Но это справедливо для 2-литрового. Таким образом, можно выделить параметр минимального и, грубо говоря, максимального расхода. Минимальный вы можете добиться, если будет желание, если вам будет необходимо, если вы будете ехать по трассе, вы можете расходовать 8 литров на 100 километров. Но если же вы будете использовать автомобиль на полную катушку, то расход будет до 15 литров. У меня в моем режиме, у меня такой средний режим, я не сильно давлю на педаль в городе и очень давно не выезжал на трассу. У меня сейчас показывает 13,9. Если выехать на трассу и ездить агрессивно по трассе, я имею в виду делать ускорение, обгоны, то расход будет около 12 литров по трассе. В общем, получается, что нет однозначного и четкого ответа, но правда находится между двумя значениями. 8 и где-то 14 литров. В зависимости от стиля езды. Конечно же, влияют такие факторы, как кондиционер, печка, стояние в пробках. Мой прошлый Hyundai имел 1.6 объем двигателя, у него расход был 10 литров. При этом по сравнению с этой машина фактически не ехала. То есть разница в 3 литра в расходе, я считаю, в данном случае прям очень оправдана. В самом начале, когда я купил этот автомобиль, фактически это был первый автомобиль, один из первых. И когда я что-то замечал, рассказывал о нем, это было мнение одного человека. И понять, насколько оно объективное, для зрителей было сложным. Но сейчас уже появилось порядка 100 автомобилей подобных. Люди общаются между собой, люди делятся впечатлениями. И все как один, неважно, откуда они пересели, с более простых машин. Кто-то пересаживается с более дорогих. Все так или иначе оценивают высоко. И пока из тех владельцев, кто получил автомобиль и уже накатал не 1000 километров, в основном все довольны. Не было ни одного отзыва о том, чтобы кто-то жалел о покупке. Один наш товарищ столкнулся с тем, что у него произошла поломка батареи аккумуляторной, фактически замыкание аккумулятора. Почему так произошло, сложно судить, потому что мало информации. Но был такой случай, автомобиль не заводился, выдавал ошибки. На фирменном сервисе его протестировали, пришли к выводу, нашли все-таки причину поломки, хоть и не сразу, и заменили по гарантии батарею. Насколько мне известно, это единственный случай поломки на первых этапах. Сейчас хотел перестроиться в полосе, но сзади были близко автомобили, поэтому происходил звуковой сигнал, предупреждая о том, что ты перестраиваешься, но сзади может быть опасность, будь внимательнее. Идет звуковой сигнал, и в зеркале заднего вида, в боковом, мигает оранжевая лампочка. Электронные помощники, такие как удержание в полосе, интеллектуальный круиз-контроль, освобождают нас от некоторых действий, но имеют некоторые особенности. Например, при повороте дороги вправо либо влево на высокой скорости, в городе на невысоких скоростях. Я ранее говорил, что только на высокой скорости больше, чем 90 км в час. Но на самом деле оказалось, что и на меньших скоростях тоже в поворотах происходит торможение. Где-то небольшой дискомфорт. С одной стороны, на который можно было бы и махнуть рукой, но с другой стороны,
если вы едете на скорости 140, например, 140, и можете войти на 140 в этот поворот, машина притормаживает. С другой стороны, сзади едущие автомобили не рассчитывают на такой ваш маневр. Вот, хочу сейчас выехать, смоделировать ситуацию и попробовать выйти из нее. Таким образом, чтобы при вхождении в поворот скорость не сбрасывалась. И на этом этапе ты просто понимаешь, что эти функции есть. Потом ты понимаешь, что они могут причинять какой-то дискомфорт, и ты начинаешь искать варианты решения. И просто когда она притормаживает, как сейчас, вы добавляете газ. Сейчас будет поворот, и раньше я бы сказал, что машина совершает торможение в повороте, это неудобно. Давайте попробуем, как можно выйти из этой ситуации. Значит, вот идет торможение, я просто нажимаю педаль газа. То есть заранее понимая, что машина будет притормаживать, я нажимаю педаль газа. Таким образом, во-первых, не создаю препятствия сзади едущим автомобилям, ну и с другой стороны, какой-то момент комфорта в прохождении поворотов. Чтобы машина не докучала вам самостоятельными торможениями на скорости, нужно просто заранее предугадывать и давить педаль газов. Находясь под днищем автомобиля, хочу вам показать. Здесь есть пластиковые накладки, хорошо так сделаны, и вот такие вот гайки. Пластиковая гайка клипса. Иногда, если будете на сервисе, смотрите, чтобы эти гайки были затянуты, иначе если они каким-то образом раскрутятся, то будет вот так вот тарабанить. Или же, как вариант, можете накинуть контргайку. Бак пластиковый, можно видеть защитное направляющее. С одной стороны, с другой. Также чуть дальше защита муфты. Как тут все выглядит. Вот этим местом где-то задел уже. И здесь где-то задел. Здесь в этой части уже задел что-то. Наверное, все же, когда в песок въехал, преодолевал бордюр тут. Ну, дальше. Осматривая место, где должна быть защита двигателя, никаких проблем не обнаружил. Пока еще стоит штатная. Она, вы знаете, такая достаточно не слабая совсем, я бы сказал. Благодарю вас за то, что смотрите. Приглашаю подписываться. Также в дальнейшем буду раскрывать какие-то новые темы. Всего доброго. До следующих встреч.